Так, туда ли я смотрю? Всем привет! Меня зовут Айшат, или Шат, как у меня написано в названии аккаунта. Я психолог, и я очень давно хотела снять видео на YouTube, и вот я его делаю. На самом деле, признаюсь честно, я 3 часа сидела и пыталась выстроить красивый кадр, у меня ничего не получается. Я решила, сниму как сниму. Потому что смысл в том, что я просто хочу посидеть перед камерой и поболтать, сделать то, что я люблю. В целом, вроде бы нормально, нормально. Вот, смотреть точно можно. И о чем я хотела поговорить в этом видео? Я бы хотела поговорить о теме, которая всегда всех волнует, тема уверенности в себе. Но я решила, что будет слишком скучно просто говорить про уверенность в себе, просто обсуждать ее. И в качестве примера я буду использовать одного из самых знаменитых музыкантов в данный момент в мире, и в том числе один из самых моих любимых музыкантов, артистов, это Чарли Пут. На примере Чарли, точнее, я вам буду рассказывать про уверенность, а потом приплетать примеры Чарли, чтобы у вас такое происходило закрепление, и вы видели, да, как это работает. 13-13, загадывайте желание. Вообще, по классике я, конечно, должна была представиться, рассказать, кто я, чем я занимаюсь, для того, чтобы вызвать у вас какое-то доверие, но, правда, это мое первое видео, и все эти мелочи, они вызывают у меня очень много напряжения, поэтому давайте я просто в потоке буду вам рассказывать, и в целом я думаю, что выводы вы для себя сами сделаете. Тут я поняла, что не рассказала о том, кто такой Чарли, для тех, кто не знает, это поп-певец, продюсер, автор очень многих знаменитых песен, скорее всего, вы слышали его песню «Селена Гомес», We Don't Talk Anymore, или Attention, или 100% вы слышали песню See You Again, которая стала трибьютом погибшему Полу Уокеру. Все добавляю без звука, чтобы не получить страйк за нарушение авторских прав от YouTube. Но я бы попросила вас досмотреть это видео до конца, потому что на 100% будет вам интересно, на 100% будет вам полезно. Мы с вами обсудим, что такое уверенность, как мы сами ее подавляем, что нам делать, чтобы ее увеличивать, и в конце я задам вам очень-очень важный вопрос. Так, в первую очередь, что нам с вами нужно понимать? Уверенность в себе и самооценка — это не одно и то же. Это похожие понятия, они связаны, но это не одно и то же. Самооценка — это в целом общая ценность, да, что вы о себе думаете, как вы себя ощущаете. Уверенность в себе — это самоощущение, то есть представление о себе, чего я могу достигнуть, что я могу достигнуть через определенное время, да, как я могу прийти к определенным целям. То есть они взаимосвязаны, но в целом самооценка — это что-то такое общее, уверенность — это более частное. И самооценка, она, конечно, бывает нестабильная, стабильная, и вот как раз-таки, если ваша уверенность в себе меняется в зависимости от того, что про вас сказали, какую оценку вы получили, сколько лайков у вас на фотографии, это говорит о том, что самооценка у вас, скорее всего, нестабильная. Но мы сегодня о самооценке не говорим, мы говорим именно про уверенность в себе. Уверенность в себе — это очень важное понятие, очень классно, когда мы ощущаем себя уверенными, когда мы о себе думаем что-то хорошее, поэтому, пожалуйста, смотрите это видео. Я вот на самом деле на 100% уверена, что хоть одну, но полезную мысль вы отсюда вынесете. Давайте сразу закрепим, зачем нам вообще понимать, уверены мы в себе, нет, зачем нам развивать уверенность в себе, потому что в зависимости от того, уверены мы в себе или насколько мы в себе уверены, мы себе позволяем жить. Это правда так. Вот я не побоюсь этого слова, мы себе позволяем жить. Мы на основе того, что мы чувствуем, как мы себя чувствуем, мы разрешаем себе определенных людей в своей жизни, определенную работу, интересы, проявленность в мире, потому что если человек в себе не уверен, он думает: ой, куда мне, это не для меня, это не про меня, да, он такой хочет спрятаться. Если он более уверен в себе, то он уже смело идет к тому, чему ему хочется. Обратите внимание, я говорю, он идет смело, но это не значит, что у него нет страха, это не значит, что уверенность в себе на 100%, нет, абсолютно нет, это значит, что он просто идет, но не будем забегать вперед. Итак, давайте я сразу перейду к делу и скажу, как мы сами себя подавляем, как мы сами не даем своей уверенности развиваться.
Когда человек хочет чего-то достигнуть, или когда человек решил там заниматься преусловатым самосовершенствованием, он такой: так, у меня вот такой минус, я не умею вот это, я не умею вот это делать, и мне сейчас срочно нужно это все подтягивать. И вот это самая большая ошибка. Не нужно вам подтягивать то, что у вас в минусе, да, в условном. Наоборот, обратите внимание на свою сильную сторону, на свои сильные стороны, на то, что вы уже умеете, на то, что у вас уже классно получается, и развивайте это. Делайте свои сильные стороны еще более проявленными, еще более яркими и сильными. Например, опять же, я снимаю видео. Очевидно, построение кадра не моя сильная сторона, и какие-то технические моменты тоже, потому что я даже петличку не подсоединила. Каждый раз, когда я думала про это, про то, что мне нужно разобраться с петличкой, со всем этим, я просто впадала в жуткую прокрастинацию. Но моя сильная сторона — это сидеть и разговаривать, да, говорить, рассказывать о том, что мне интересно. Вот я ее использую, я не заморачиваюсь над всем остальным, я использую свою сильную сторону, и я вообще в целом ее развиваю, часто на нее делаю упор. На примере Чарли Пута. У Чарли идеальный слух. По-русски это называется абсолютный слух, правильно. И что это такое? Это значит, что человек, например, знает ноты, но он не видит, что человек набирает, играет, или просто вы делаете какой-то звук, и человек с идеальным слухом, с абсолютным слухом, он может разобрать ноту. Считается, что это очень редкий дар такой, что только у 1 из 10 тысяч европейцев есть этот абсолютный слух. И я не знаю, я правда не знаю, специально ли Чарли сделал это своей фишкой. Возможно, нет, потому что я видела интервью, в котором он говорил, что в целом абсолютный слух — это не что-то такое, чем музыкант должен хвастаться. Да, может быть, это получилось все случайно, но это стало его фишкой. Везде, куда приходит Чарли, у него спрашивают про его абсолютный слух. Он это сделал своей фишкой в социальных сетях, и я уверена, что это дало ему большой рост, по крайней мере, среди молодого поколения точно, которые не были с ним раньше знакомы. То есть о чем это? Вот у вас есть сильная сторона. Представьте, что вы работаете бухгалтером, и вы обожаете делать эти скучные отчеты, которые никто, кроме вас, не любит, а у вас просто получаются нереально классные и быстрые отчеты. Сделайте это фишкой своей, везде об этом рассказывайте. Никто не узнает о вашей сильной стороне, пока вы сами об этом миру не заявите. А пока вы сидите такие и думаете: блин, ну мне нужно английский сначала подтянуть, или мне сначала нужно научиться то делать, или прочесть 500 книг, вы себе, ничего хорошего не делаете, вы себе никак не помогаете. Наоборот, каждый раз вы утверждаетесь в мысли, что с вами что-то не так, что вы еще недостаточно какой-то. Забудьте, пожалуйста, забудьте про это и сделайте упор на свои сильные стороны. И вот прямо сейчас даже подумайте, какая у меня сильная сторона есть, да, которую я бы хотела развивать или хотел, или какая моя сильная сторона будет полезна в сфере, в которой я развиваюсь или хочу развиваться. И обязательно подумайте, как вы можете это использовать. Так, зафиксировали, да? Развиваем свои сильные стороны, делаем упор на свои сильные стороны, а не на минусы, на недостатки. Пока про это забываем и просто двигаемся в направлении увеличения того, что у нас уже есть. Так как тема самоощущения, самореализации, она связана... Ой, господи, нет, наоборот. Так как тема уверенности в себе связана с самоощущением, самореализацией в обществе, с нашей самопрезентацией в обществе, поэтому я здесь приплетаю вот эту часть про сильную сторону, про то, чтобы придумать для себя какую-то фишку или взять свою сильную сторону и сделать ее своей фишкой, потому что вы будете об этом заявлять в мир. Если вы, например, занимаетесь чем-то в медийном пространстве, вы свою сильную сторону, свою вот эту фишку можете использовать как якорь. Люди будут запоминать это, люди будут запоминать вас, и это будет таким большим атрибутом вашего личного бренда. Вот опять же, у Чарли это идеальный абсолютный слух, про который просто на каждом шоу говорят. Например, недавно он приходил на шоу, по-моему, Джимми Фэллона, я точно не помню, и просто из звука ложечки, которая бьется по чашке, он составил песню. Для него
это просто дело там 2 минут, да, но людям это нравится, люди специально его для этого приглашают, людям хочется это видеть, поэтому, пожалуйста, не обесценивайте свои сильные стороны. И так как я тут начала уже говорить про людей, я забегу вперед, сразу скажу, чем бы вы ни занимались, вот чем бы вы ни занимались, это немножечко не про уверенность в себе, но это все-таки связано. Чем бы вы ни занимались, у вас есть ваша аудитория. Ваши ученики — это ваша аудитория, ваши клиенты — это ваша аудитория, читатели ваши — это ваша аудитория, кто угодно. Вот чем бы вы ни занимались, у вас есть аудитория, пусть хотя бы 10 человек, пусть хотя бы 5 человек. Эти люди готовы вас принимать, они ждут вашего проявления, они ждут того, что вы им покажете, они хотят именно вас, они хотят именно ваш подход, вашу аутентичность. Поэтому, пожалуйста, не подавляйте себя, не подавляйте свои сильные стороны, не думайте, это фигня, которая никому не интересна, она интересна. Если 5 человек смотрят ваши сторис, они хотят видеть именно вас, они хотят видеть именно то, что вы им покажете, поэтому, пожалуйста, не обесценивайте себя, не обесценивайте ресурсы, которые у вас есть, используйте их и проявляйтесь. Я правда надеюсь, что я вообще туда смотрю, когда снимаю это видео, и что-то из этого получится. Сейчас я хочу вам рассказать небольшой такой секрет. Знаете, что с уверенностью в себе? Многие люди думают, вот я один день проснусь, и у меня уверенность в себе там увеличилась, как в Sims, просто показатель там увеличился от того, что вы поспали. Нет, это так не работает, к сожалению. Для того, чтобы уверенность в себе ваша увеличивалась, вам надо что-то делать. Это маленькие шаги, абсолютно маленькие, но делать. И люди часто здесь фокусируются на себе, на том, что вот я пока не очень хорошо себя в этом чувствую, да, когда я вот уже буду такую опору под ногами чувствовать, только тогда я это сделаю. Не надо. Вот я вам сейчас рассказываю про фишку. Есть такое выражение fake it till you make it. То есть притворяйся, да, пока это не станет реальностью. То есть мы не ждем идеального момента, мы не ждем, пока все наши страхи исчезнут. Мы просто это делаем, мы просто примеряем на себя костюмчик. Знаете, есть на самом деле такая фишка в психологии, когда вам нравится какой-то персонаж, вы смотрите фильм, и вам кто-то откликается, да, или какая-то публичная личность вам откликается, или, возможно, ваш знакомый какой-то. Вы видите в нем какие-то качества и думаете, вау, очень классно. Вот так классно, что вот она, например, такая смелая, да, и просто идет что-то делает, или он там не думает про осуждение. А если вы обратили на это внимание, значит, это что-то, что откликается вам, и что-то, что в вас уже есть, да, другой человек просто сработал как зеркало, как проекция. Поэтому что вам нужно делать? Вам нужно развивать это качество в себе. И вам, конечно же, в первые разы будет страшно, это абсолютно нормально. Но вы берете, просто обнимаетесь с этим страхом и идете и делаете то, что хотите сделать. Примеряете на себя костюмчик. То есть fake it till you make it, да? Вы представляете, что вау, а как бы, например, Гарри Поттер в этой ситуации поступил, да? Предположим, ваш любимый персонаж Гарри Поттер. Или интересно, что бы в этой ситуации делал Гэндальф? Или как бы Тотали Спайс разрулили эту ситуацию? То есть абсолютно вообще не важно кто. Используйте персонажей своих любимых сказок, из своих фантазийных любимых фильмов, книг, вообще без разницы. Примеряйте на себя этот костюмчик, да, как Красная Шапочка надела на себя мантию. Точно так же примеряйте на себя костюмчик вашего любимого персонажа и fake it till you make it. Это сработает 100%. Сказала, что в видео буду использовать примеры Чарли Пута, но сейчас приплету снова себя в пример. Например, я очень жутко боюсь высоты. И мне этот страх, ну, как бы в бытовой жизни моей не мешает, я никуда не лезу, я могу поменять лампочку, да, я это сделаю со страхом, но я могу это сделать. Но я все время пытаюсь залезть куда-то, чтобы свой страх высоты преодолеть. Например, я летала на параплане, я каталась на зиплайне, вы не представляете, насколько я боюсь высоты. Я боюсь высоты настолько, что мне на детской карусели страшно становится. Я закрываю глаза, потому что я не могу смотреть вниз, я не могу смотреть по сторонам.
И каждый раз, когда я залезала на эту детскую карусель, когда я летала на параплане, когда я каталась на этом зиплайне, я шла навстречу, да, своему страху. И страх высоты, он не пропал. Все эти разные действия, они произошли в течение последних 3 лет. Страх высоты все еще со мной. Но каждый раз, когда я это делала, мое мнение о самой себе расширялось. Я думала, вау, вау, я и это умею, вау, я и так могу. И то же самое здесь, просто делайте маленькие шажочки, да, просто расширяйте вот эту свою зону комфорта, зону представления о себе, расширяйте свое мнение о себе, даже если это не связано конкретно с чем-то, что вас волнует, что вы хотите развивать. В целом, когда вы расширяете свою зону комфорта, когда вы расширяете представление о себе, у вас уверенность растет. Вот точно так же это у меня сработало, то есть мой страх высоты, он никуда не делся, но я поняла, что я человек, который может пойти навстречу своему страху, который может что-то экстремальное, да, сделать для себя. И, например, моя подруга, она всегда смеется над этим, она говорит, я тоже боюсь высоты, но я сижу и боюсь ее, а ты боишься высоты и все время куда-то лезешь, чтобы столкнуться с этой высотой. Вот, поэтому, пожалуйста, делайте, делайте. И отсюда из fake it till you make it мы перешли к следующему пункту, к следующей фишке, это расширять свою зону, да, расширять зону комфорта, то есть не выбегать из нее, а расширять вокруг себя пространство. То есть, например, предположим, что для вас нормально, вот сейчас будет, кстати, пример из моей практики. У меня была клиентка, она настолько напряжена была, она настолько держала себя в узде, что вот какой ей нужно быть, что она даже в автобусе, когда она ехала, или в метро, она не могла музыку в наушниках слушать. Ей казалось, что что-то произойдет, да, что кто-то на нее как-то посмотрит, что она как-то не так будет выглядеть, и она этого не делала, хотя ей очень хотелось. Мы с ней работали, и постепенно, конечно же, она расслаблялась, да, постепенно у нее опора на себя появлялась, ощущение себя улучшалось, и она мне потом рассказывает, представляешь, я теперь езжу в общественном транспорте, я все время слушаю музыку, и мне вообще без разницы, кто на меня смотрит, что обо мне думают, я просто еду и кайфую, наслаждаюсь. То есть что произошло? Она не пошла танцевать или включать музыку в центре города, да, или петь. Она в своей зоне комфорта, находясь, ее просто немножечко расширила. Поэтому из зоны комфорта выбегать, вылетать не нужно, просто ее расширять. Предположим, что вы ведете сторис всегда и снимаете себя в маске, например. И один раз вы думаете, так, а сниму я сегодня без маски, нравится мне, как я сегодня выгляжу, попробую я выложить сторис без маски. И сняли сторис без маски. То есть ничего экстремального вы не сделали, но все же вы расширили свою зону комфорта, вы увидели себя по-другому, вы увидели, что вы способны на эти другие действия, и это очень классно. И в долгосрочной перспективе это все работает. Почему я не люблю такие экстремальные методы? Знаете, я бы могла здесь сейчас устроить какой-нибудь тренинг личностного роста, где я бы вам сказала, а ну соберись, тряпка, а ну встала и пошла, да, или встал и пошел, ты что, не мужик? Do it! Just do it! Yes, you can! Ну, зачем? Я не понимаю, зачем, во-первых. Во-вторых, я в это не верю. В-третьих, маленькие шаги, такие заботы о себе, да, маленькие действия, они очень важны. Они работают на долгосрочную перспективу. Да, я могла бы сейчас накричать на вас или включить какую-то провокацию, и вы бы после этого видео ушли и думали бы, все, меняю свою жизнь. Да? Побывал или побывала на тренинге Тони Робинсона. Нет, нет. Это не моя цель. И это не так работает. Вот, долгосрочная перспектива — это то, что нам важнее, это то, что для нас более ценным является, и то, что нам поможет. Поэтому, пожалуйста, потихоньку, понемножечку расширяем свою зону комфорта. Это супер маленькие действия. Так не договорила, супер маленькие и супер важные. И, конечно, когда мы говорим про уверенность в себе, нельзя не сказать про прокрастинацию и про перфекционизм. Очень часто, во-первых, перфекционизм и прокрастинация идут вместе, две сестрички такие. Во-вторых, очень часто люди включаются в этот перфекционизм, что нет, вот, пока я идеально на английском говорить не буду, я не буду на нем говорить вообще.
или пока я идеально эту песню не выучу, я ее играть вообще не буду, или пока я не научусь делать супер классные сторителлинги, я это делать не буду. Опять же, что мы делаем? Мы только усиливаем представление о себе, что с нами что-то не так, что нас недостаточно. Давайте от этого отказываться. Господь, я так много говорю, что я разучилась, точнее, научилась себя не слушать. И теперь я нифига не помню, что я вообще сказала. Смотрите, каждый раз, когда вы себе ставите какие-то условия, что вам нужно что-то сделать, да, докрутить до 100%, у вас, наоборот, включается прокрастинация, потому что вы очень много внимания этому уделяете, вы очень много требуете от себя, и вам уже не хочется этого делать. И на примере Чарли, опять же, у Чарли абсолютный слух, да, но, насколько я знаю, опять же, я эту всю информацию взяла из интернета, из Ютуба, потому что я смотрела много видео про него. Насколько я знаю, ему не очень нравится его голос, и он использует автотюн. И, кстати, это очень классный пример. Сейчас очень многие музыканты используют автотюн в своих песнях, и знаете, это расширяет, правда. Вот когда я узнала, что музыканты используют автотюн, я подумала, вау, это классно, потому что студийная запись будет звучать в одном варианте, да, а живая запись немножечко по-другому или много по-другому, но в целом они же это делают, они не думают, ой, блин, потом люди придут на концерт и разочаруются, они все равно используют автотюн, и живые выступления от этого не страдают, люди ходят на их концерты, люди любят их, люди слушают их, правда, это я видела и на примере Чарли, и на примере других музыкантов тоже, и тут смотрите, какая важная фишка, ему не очень нравится свой голос, но он ведь не перестал петь. Он поет, и он поет очень много, и это очень классно. То есть, да, мне что-то не нравится, да, это не идеально, но я это буду делать, потому что это для меня важно, это для меня ценно, это вот что-то для меня имеет значение какое-то. То же самое опять приплетаю себя в пример, ну извините, я вам все-таки чуть-чуть поближе, чем Чарли, вот, я знаю, что когда я буду монтировать это видео, я найду очень много штук, которые мне не понравились, скорее всего, я буду думать, о господи, как я ужасно тут выгляжу, но я все равно его выложу, я уже об этом везде объявила, я уже сказала всем своим друзьям, я все равно его выложу, потому что это то, чего я хочу, потому что в целом, да и не важно, как я буду выглядеть на этом видео, и кадр тоже в целом не так уж и важен, важна информация и хороший звук, да, чтобы вы меня слышали. Вот, поэтому вы всегда вот задавайте себе вопрос, что для меня важно, чтобы это было вот идеально сделано, и, скорее всего, это никогда не будет сделано, либо я хочу в этот опыт пойти, я хочу это сделать, да, я хочу проявить себя. Когда вы знаете свои ценности, когда вы знаете, что для вас важно, когда вы позволяете себе быть творческим, когда вы позволяете своей вот этой энергии творчества в вашей жизни проявляться, уже перфекционизма будет меньше, уже вы будете думать, ну окей, да, не идеально, и что я делаю. Кстати, вот раз заговорила тут про перфекционизм, скажу, что вообще в целом творчество и творческие люди мне очень сильно в этом помогли изменить свой взгляд. То есть я наблюдаю за людьми, которые занимаются творчеством, занимаются профессионально или для себя, и у них часто есть вот эта история, они прямо-таки говорят, да, не идеально получилось, ну да, я знаю, что я несовершенство, но они все равно это делают, и ты наблюдаешь за ними, и ты видишь, что они получают от этого удовольствие, что им это нравится, и это действительно расширяет твое мнение о том, как нужно делать, да, о том, что стоит делать, что не стоит делать, потому что в конце концов, на самом деле, все, что мы делаем, про нашу проявленность, все, что мы проявляем в мир, мы это делаем, потому что это для нас важно, и потому что это нам приносит удовольствие. Зачем нам это все разрушать какими-то неадекватными требованиями? Мы можем это делать и в процессе совершенствоваться, а не запрещать себе делать, потому что мы сейчас несовершенны. И спойлер, совершенными мы никогда не будем. Извините. Так, когда мы говорим про перфекционизм, конечно же, нужно сказать еще и про страх ошибки, потому что все это очень сильно перекликается со страхом именно ошибки. Человек очень сильно ее боится, поэтому вот возникает перфекционизм, поэтому возникает прокрастинация. И это тоже то, что вас отделяет от того, чтобы увеличить уверенность в себе, потому что вы думаете, блин,
блин, ошибусь, да, вот что-то пойдет не так, что-то сделаю не так, и вы отделяете себя от действия из-за того, что между вами стоит этот страх ошибки, из-за того, что между вами стоят вот эти условия, которые вы на себя навесили. На примере Чарли, у него есть знаменитая песня How Long и клип, в котором он сам снимается, и он там танцует. Интересно то, что на интервью он как-то рассказывал, что он не умеет танцевать, что ему жутко не нравится то, как он танцует в этом клипе. Я тут вставлю даже отрывок и оставлю ссылку внизу, если вы вдруг захотите посмотреть это видео. I showed the whole world that I really couldn't dance, and I'm going to put my larger than normal hand over that because I cringe so much when I look at that little tidbit. I just truly have no rhythm at all. I can't look at it. It's Представьте, что вы молодой музыкант, весь мир вас уже знает, весь мир за вами наблюдает, у вас уже есть мировой успех, да, потому что до выхода этой песни еще Чарли уже был знаменит благодаря своей песне из «Форсажа», которая потом стала песней-трибьютом Полу Уокеру, то есть он уже был достаточно известным музыкантом, и правда за ним все наблюдали, и он был достаточно юным, то есть ему там было 20 с чем-то, он выглядел еще моложе. И вы вот такой вот музыкант, вы выпускаете новый альбом, еще вы выпускаете альбом именно так, как вы хотите его выпустить, именно в таком жанре, которым вам интересен. Весь мир за вами наблюдает. Страшно совершить ошибку? Конечно, страшно. И вы еще идете в своем клипе, снимаетесь, не умея танцевать. Ну, страшно ведь, правда? Но вы все равно это делаете. И он так и говорит: я кринжую, когда я смотрю этот клип, да, я кринжую самого себя. Ну, и что? Что, песня офигенная, кстати, одна из моих любимых песен Чарли, вот, и страх, ошибки, да, отсутствие идеальности, даже неумение что-то делать не отделяет тебя от действий, не отделяет тебя от жизни, которую ты хочешь. На самом деле отделяем мы сами, мы такие: нет, пока не научусь танцевать, в своем клипе сниматься не буду. Пока не научусь танцевать, не выпущу клип на эту песню, да, которая вообще-то, клип на песню, может быть, повысил медийность, да, я не знаю фишки музыкальной индустрии, но, скорее всего, клипы до сих пор снимаются, потому что они каким-то образом помогают музыкантам, возможно, развивать медийность, возможно, расширять аудиторию, вот, и ты можешь сделать что-то для того, чтобы улучшить свою жизнь, для того, чтобы улучшить свою сферу деятельности, а можешь сказать: не, я так боюсь ошибки, или не, я еще не идеален, и ничего не делать. И опять же, возвращаемся к тому, что от этого уверенность в себе не появится. Уверенность в себе появляется от того, что вы расширяете себя как личность, вы что-то делаете, что-то нетипичное для вас или что-то непривычное для вас. Когда я снимала свои первые видео, вы не поверите, как мне ужасно было их снимать. Вот, кстати, интересно, я просто все видео снимала не на YouTube, я впервые вообще снимаю горизонтально, я даже не понимаю, опять же, куда я смотрю и правильно ли я смотрю. И я уверена, что когда я буду монтировать это видео, я тоже буду очень много кринжевать, глядя на себя. Ну, как бы, и что? Зато это уже первый шаг. Пока вы этот первый шаг не сделаете, вы не сможете остальные сделать. Вы не окажетесь на 10-й ступеньке, не наступив на первую. Поэтому избавляемся от перфекционизма, насколько возможно. То есть, да, эти все вопросы, они более глубокие, и с ними, конечно же, в терапии хорошо бы работать, но если вы этого не делаете, да, по какой-то причине, просто насколько возможно, насколько вы чувствуете, что для вас безопасно, ослабляйте этот перфекционизм, разрешайте себе ошибаться, дайте себе право на ошибку, тогда вам уже будет гораздо легче. Вот опять же, я дала себе право на ошибку с этим видео, я подумала: да, без разницы, я просто сниму, я не знаю, куда я смотрю, я не знаю, что из этого выйдет, но я себе это право дала, я его выложу, а потом уже, исходя из этого опыта, я что-то другое сделаю. Так, вставлю этот кадр, чтобы все знали, что я вообще-то симпатична. Когда ты obsessed чужой любовью. И мы почти завершаем. Я бы хотела, так как сказала про страх ошибки, возможно, это не очень типичная ветвь в теме уверенности в себе, но я считаю это важным, и я бы хотела об этом сказать. Смотрите, почему мы часто боимся ошибки?
Мы ведь не самой ошибки боимся, мы боимся реакции, мы боимся последствий. И часто последствия связаны с другими людьми. То есть мы боимся, что другие люди о нас что-то подумают, как-то к нам отнесутся по-другому, что-то изменится в наших отношениях, что другие люди увидят нас несовершенными. Очень популярный страх, особенно сейчас, когда большинство из нас нарциссы, и в целом у нас общество такое нарциссическое, с нашим интернетом, с нашим выставлением нашей жизни на показ, вот, и вот этот страх, что нас увидят несовершенными, он очень нас пугает. Не страх, это возможность того, что нас увидят несовершенными, она нас очень пугает. Мы боимся уязвимости своей, мы боимся своего несовершенства, мы боимся, а когда мы уязвимы перед другим человеком, когда мы показываем другому человеку свое несовершенство, мы что делаем? Мы идем с ним в близость. Третье, когда мы идем в близость с другим человеком, мы на таком близком расстоянии находимся, вот представьте, я так близко подошла, да, и вы увидели мою кожу. О, Господи, сейчас все люди увидят мои поры, да, поры на моем носу или несовершенство моей кожи. И вот когда мы близко подходим к другому человеку, мы точно так же вот этот флёр совершенства разрушаем. Мы показываем, вот я реальная, посмотри на меня. И, конечно же, из-за этого очень страшно идти в эту близость. И потому что другой человек увидит, что я несовершенна, другой человек увидит, как я уязвима, да, и какой-то вред мне нанесет. И вот этот страх перед собственной уязвимостью, страх перед собственным несовершенством, а опять же, мы все с вами несовершенны, он очень часто нас останавливает от действий, потому что если я вот сейчас начну проявляться, да, в мир, то что, все люди увидят меня? Люди увидят, что я тоже человек, а не робот, что я не всемогущий Бог. У нас вот это есть такая ошибка вообще в целом у нашего, наверное, поколения, у нашего общества в данный момент, у нашего времени. Мы зачем-то себя представили всемогущими, мы зачем-то себя сравниваем с богами, с Богом, с роботами, но мы не являемся ни теми, ни другими, мы просто люди, мы уязвимые люди, мы не всемогущие, и это прекрасно. Вот, но от того, что мы создаем вот этот образ, мы уже начинаем бояться собственной уязвимости, мы начинаем бояться собственного несовершенства. И из-за этого мы в каких-то действиях, да, себя останавливаем. Понимаете, о чем я? То есть мы боимся показать или сами увидеть свое несовершенство, сами увидеть свою уязвимость, и поэтому мы не сделаем какое-то действие. Поэтому я не буду развивать, говорить на английском, например, да, пока я не говорю на нем в совершенстве. Это, кстати, мой страх абсолютно реальный. У меня есть друзья-лингвисты, и я очень много лет не говорила вообще ни слова перед ними на английском, я очень боялась, потому что я думала, они так классно говорят, они вот все знают, а я со своим strong Russian accent сейчас их рассмешу, вот. И к чему это привело? Это привело к тому, что в целом у меня появился страх перед говорением, и он очень сильно усилился, и вот в этом году я начала его преодолевать. Так, а почему я боялась говорить на английском? Потому что вот у меня была такая штука, что я должна делать что-то идеально, да, что у меня большой очень страх именно перед интеллектуальными ошибками был, и, соответственно, пока я в этом не прокачаюсь, я не должна этого делать. Но, опять же, ни к чему хорошему это не приводит к тому, что у вас увеличивается уверенность или к тому, что у вас навык какой-то усиливается. Абсолютно нет. Наоборот, вы просто закрываетесь, вы просто говорите себе, с тобой что-то не так. Поэтому я бы хотела здесь донести до вас такую мысль о том, что не нужно бояться своей уязвимости. Мы все уязвимы, мы все несовершенства. Это абсолютно так. Это вообще все, это единственная вещь, в которой все люди похожи. Мы все несовершенства. Все. И это очень классно. И когда мы идем в близость, не боясь своего несовершенства, не боясь своей уязвимости, наоборот, из этого, из близости получаются все самые лучшие вещи на свете. Это ведь правда так. Вот смотрите, я сейчас пошла в близость с вами и рассказала про то, что меня пугало, да, или пугает. И вы меня сейчас получше узнали. И, возможно, вам стало интересно или полезно было, и вы тоже обратите внимание на что-то в своей жизни. Если бы я этого не сделала, то этого контакта, этого опыта у нас бы с вами не было.
Я пошла сейчас в близость или пойду, когда выложу это видео, я пойду в близость с вами, потому что, опять же, у меня есть вот эта фишка, что я должна выглядеть совершенно в кадре, вот, я буду выглядеть несовершенно, потому что, как бы, я несовершенство, добрый день, вот, или мне будет что-то не нравиться, но я его выложу, и появится мое первое видео на YouTube, появится вот этот опыт, появятся люди, которые посмотрят это видео, и оно будет для них полезным. Но возвращаясь, к примеру, с Чарли, Чарли уже знаменитый музыкант, уже достаточно такой серьезный музыкант, он еще и продюсер, он пишет песни не только для себя. И появляется социальная сеть TikTok, которую очень многие называют там детской сетью, да. Есть очень много таких предрассудков вокруг TikTok связанных. Чарли идет на TikTok. Чарли идет на TikTok, делает там всякие приколы, использует свой этот же абсолютный слух. У него был челлендж, где люди ему такие: «Эй, Чарли Пут, а на какую ноту похож этот звук?» И просто там какой-нибудь звук, да, записывают, а он потом записывает ответ. Это вот могла бы быть вот такая нота, или эта нота может быть вот в такой вот песне. Я попробую тут вставить видео. Мой любимый ТикТок на эту тему, он очень забавный. Вот, вы поймете, о чем я говорю. Hey Charlie Puth, what note do you think this is? Hello, that would be a B flat, and it also works on this song as well. 4, 3, 2, 1. Go to my Spotify on Friday. То есть, знаете, здесь тоже можно было сказать: блин, я уже такой серьезный музыкант, мне там почти 30 лет, какой еще ТикТок, да? Что обо мне будут говорить мои коллеги? Я тут сижу, всякие приколы записываю, какие-то видео записываю. Просто делаешь то, что тебе нравится, то, что тебе важно, и за счет этого, опять же, расширяется твое представление о самом себе, расширяется твоя зона комфорта, твоя зона привычки. Для меня съемка видео еще 3 года назад было просто чем-то ужасным, от чего у меня руки в прямом смысле начинали трястись. И мое вот это видео на YouTube, да, мое первое видео для открытого доступа, которое увидят все, на самом деле оно началось с того, что я снимала какие-то уроки, я снимала какие-то рилс, тиктоки, и я очень сильно себя кринжевала, честно. Я даже их не пересматриваю. Я не хочу кринжевать еще. Вот, но весь этот опыт, он приводит к тому, что вы потом приходите к точке, которой вы хотите быть, понимаете? То есть вы делаете что-то, и ваша уверенность в себе вырастает. Самооценка ваша, она все еще может быть нестабильной, но ваше представление о самом себе, оно меняется. Вы уже думаете: вау, а я и так могу, а я вот в целом, да, оказывается, я могу и получше говорить на английском, или в целом я, оказывается, могу тоже изучать языки. Угу, так прикольно, да? Или я, оказывается, тоже могу научиться рисовать. Потому что вы просто начали это делать. Вы начали это делать без перфекционизма, дав себе право на ошибку. Вы пошли в свою уязвимость, в свое собственное несовершенство. Вы притворились смелым, да? Вы использовали какую-то свою сильную сторону. То есть вы все вот эти фишки применили, и ваша уверенность в себе так чуть-чуть растет. Сегодня на 10%, завтра на 5%, а послезавтра 20%. То есть это будет со временем увеличиваться. И возвращаясь, к примеру, с Чарли, с ТикТоком, вот он пошел в ТикТок, да, взрослый мужчина, музыкант, но это создало более близкий контакт с его аудиторией, и это очень классно. Опять же, помните, я вам говорила, если у вас есть какая-то аудитория, даже ваши ученики — это ваша аудитория, идите с ними в контакт. Это так и работает. Мы все, вот, опять же, мы создаем какие-то образы собственного совершенства, но мы все очень рады знать, что другой человек рядом с нами такой же живой, как и мы, что он просто человек. Вот, что он такой же, как и мы. Мы рады увидеть, что он не робот, что он точно так же что-то чувствует, да, что он точно так же чего-то боится. Но все это создается из-за того, что мы идем в этот контакт. И он пошел в контакт в ТикТок, и очень классно, вот у него сейчас вышел новый альбом, и очень многие отмечают, что создавалось ощущение, что он написал этот альбом вместе со своими фанатами, потому что он выкладывал в ТикТок видео там в стиле: о, а если бы была песня, где я бы шепотом говорил: Чарли, be quiet, да, и люди уже
видели какие-то анонсы, люди уже слышали какие-то строчки или что-то добавляли там, и создавалась такая коммуникация. Вот, и почему я вот приплетаю коммуникацию сюда, потому что, опять же, тема уверенности в себе, она нас часто волнует именно в контексте общества, в контексте того, чтобы чувствовать себя хорошо в обществе и того, чтобы коммуницировать с людьми. Поэтому чтобы пойти в коммуникацию с людьми, да, нужно разрешить себе быть несовершенными, нужно разрешить себе вот эту уязвимость и пойти в эту близость с ними. Уже снова про близость, опять же, на примере Чарли. Вообще, я в целом не очень люблю поп-музыку, как музыку именно, но я люблю именно его песни, потому что они достаточно открытые, то есть создается ощущение, что человек тебе поведал о своих чувствах. Я обожаю человеческие чувства, я обожаю слушать про чужие чувства, читать про них, и мне это очень зашло, да, поэтому. И смотрите, это тоже про близость ведь. Вообще любое творчество, любое проявление себя — это про близость, это про то, что мы вытаскиваем из себя и даем, показываем другим людям. Вот, и мы позволяем себе быть близкими, мы позволяем себе проявляться, и за счет этого происходят прекрасные вещи. Тут забыла добавить, что Чарли неоднократно рассказывал, как ему стало плохо на съемках клипа Attention, потому что актриса, игравшая главную роль, отыграла настолько хорошо, что все это ему напомнило о том опыте, который он пережил и который лежит в основе этой песни. Знаете, вокруг мужчин существует вот этот флёр токсичной маскулинности, о том, что они должны быть какими-то бесчувственными роботами, и это очень классно, уязвимо, искренне, когда они его разрушают. И как раз это то, о чем мы с вами говорили, это пойти в свою близость и в свою уязвимость. Видео, конечно, вообще я хотела сделать таким более четким, разобрать так, уверенность в себе, это вот это и вот это, но оно получилось немножечко, мне кажется, философским. Но в целом я вам рассказала, как улучшать уверенность в себе, да, и я немножечко расширила это понятие, поговорила еще и в контексте человеческих отношений, ну, потому что это правда очень важно. Это очень важно, особенно для нас с вами, начиная с 2020 года, когда мы очень долгое время находились в изоляции, и мне кажется, что это все-таки очень сильно повлияло на нас, на наши человеческие отношения, вот, и мы как будто бы стали ценить это больше, да, мы стали ценить вот эту близость между людьми, и близость между не только друзьями, между семьями, но и в целом между тем, кто что-то производит, что-то покупает, то есть производитель, клиент, да, мы хотим видеть друг друга человечными, мы хотим знать, что мы люди, все живые, вот, поэтому я не могла об этом не сказать. Итак, в целом, что делать с уверенностью, я надеюсь, вы поняли, да, что делать? Делать что-то. Я знаю, что этот совет что-то делать всех бесит, но психология работает именно так, нужно что-то делать, да, страшно, да, с трясущимися ручками, но делать, и тогда ваша психика будет видеть: о, это для меня безопасно, о, это для меня нормально, о, я вот так тоже могу, и в целом вам будет каждый раз все легче и легче это сделать. Представляете, чуть не забыла про последний пункт. Конечно же, самый последний пункт — это хвалить себя вообще всегда за все, что вы делали. Я себя точно похвалю за это видео, вы тоже себя за просмотр этого видео похвалите, подумайте, вот напишите список своих сильных сторон, да, например, которые вы можете использовать в той сфере, которая вам важна, которую вы хотите развивать, и после этого тоже похвалите себя, поблагодарите себя. Каждый раз, когда вы расширяете свою зону комфорта, когда вы разрешаете себе право на ошибку, когда вы идете, несмотря на свой перфекционизм, да, несмотря на свой страх, когда вы идете в контакт с людьми, когда вы разрешаете себе быть уязвимыми, пожалуйста, хвалите себя за это. Вашей психике очень важно, чтобы вы себя за это хвалили. Каждый раз относитесь к себе как заботливый родитель к ребенку своему. Будьте себе этим заботливым родителем. В начале видео я говорила, что задам в конце вам очень важный вопрос. Помните, я говорила, что уверенность в себе — это про то, что мы себе позволяем, да, про то, что мы разрешаем в своей жизни. И я вот хочу вам задать такой вопрос. Что вы упускаете, пока вы в себе не уверены? Что вы упускаете в своей жизни, пока вы не развиваете уверенность в себе? Каких людей? Какие отношения? Какие проекты? Какую заработную плату, какой отпуск, да? Что вы упускаете? Вот
Просто сядьте, представьте, подумайте о том, что было бы в вашей жизни, будь вы чуть-чуть смелее, разрешая себе быть более смелым. Потому что очень часто для многих людей это так работает, мы двигаемся только из дефицита. И вот прочувствуйте, что вы упускаете, увидьте, как много у вас на самом деле есть возможностей в жизни, и вы их упускаете просто из-за того, что нужно быть совершенством, или не дай бог ошибку совершу, да, или не дай бог другие люди увидят, что я тоже живой человек. Поэтому, пожалуйста, подумайте, что вы упускаете, пока вы не уверены в себе, пока вы не развиваете уверенность в себе. Ну что, в сотый раз скажу, что надеюсь, что я смотрела туда, куда надо смотреть. И в целом все. Надеюсь, что вам было полезно, что вам было интересно. Пожалуйста, оставьте комментарии, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал, расскажите друзьям и, может быть, в сторис выложите, что вам очень понравилось это видео. Мне будет очень полезно, мне очень будет приятно. То есть просто какая-то от вас обратная связь, как вам вообще такой формат, было ли вам полезно, было ли вам интересно. И, конечно же, самое главное, я вам желаю удачи, я вам желаю не то чтобы не бояться, а не преувеличивать свой страх. Страх — это абсолютно нормально, страх — это классная базовая эмоция, и страх нам не мешает жить. Да, страх у меня вот тут вот рядом есть, а я все равно делаю то, что хочу делать. Вот. И, конечно же, слушайте Чарли Пута и подписывайтесь на мой канал, и читайте меня в Инстаграме, и вообще везде, и, короче, ставьте мне лайки, вот, и делайте то, что хотите делать. Это очень важно и очень классно. Да, на этом все. Я с вами прощаюсь. Помолимся, чтобы все было хорошо с этим видео, и чтобы вы, правда, получили от этого удовольствие, чтобы вообще оно увидело свет, и свет увидел его. Ладно, все. Напишите мне обязательно, как вам это видео. Если поделитесь какими-то инсайтами, я вообще буду супер рада. Как я уже говорила, я обожаю человеческие чувства, я обожаю человеческие мысли. Мне всегда интересно, поэтому вот так. Ладно, всем пока. Надеюсь, с вами еще увидимся. Пока.